Всем привет! Вы на канале Планета Земля, и сегодня мы поговорим о совах. К сове люди всегда относились с особым трепетом. Ее считали мудрой птицей, нередко ей приписывали магические свойства. С ней связано множество верований и примет. А в наше время этот хищник просто взорвал аудиторию благодаря писателям, режиссерам и аниматорам. Винни-Пух пошел за советом не к кому-нибудь, а к сове. Полный антипод сова-тролль из «Ежика в тумане». А кто помладше вместе с родителями, смотревшими Винни-Пуха, наблюдает сову-совунью из смешариков, а некоторые даже мечтают обзавестись таким домашним питомцем. Почему у какого-то Гарри Поттера есть сова, приносящая ему письма, а у меня обычный смартфон? А символом всеми известной передачи «Что, где, когда» является сова. В игре это символ мудрости. Он олицетворяет знания человеческого опыта и зрелого мышления. Означает то, что люди не должны ничего предпринимать опрометчиво, а хорошо и спокойно вначале обо всем подумать. Но почему сова, если это филин? Да, именно филин, и сразу вопрос, это ее муж или нет? И есть ли у них еще родственнички, о которых мы не знаем? И в этом всем нам придется разобраться. Поехали! Совы — это хищные птицы, которые представляют класс птицы, и отряд совообразные. Отряд совообразных включает два семейства — совиные и сипуховые, которые подразделяются на 5 подсемейств. К ним относятся 30 родов, которые объединяют в общей сложности 214 видов птиц. Среди сов наиболее известны совки, сычи, неясыти, филины, белая или полярная сова, ушастая, болотная, рыбная, ястребиная сова и обыкновенная сипуха. Подавляющее большинство сов – лесные птицы, и лишь немногие освоили полностью открытые пространства – степи и пустыни. А в бескрайней тундре облюбовала свое место полярная сова. В прериях и пампасах Америки кроличий сыч, за неимением дупел, селится в норах суслика и других грызунов. Филин и домовой сыч в Тибете и Гималаях встречаются на высоте до 5000 метров над уровнем моря. Некоторые виды охотно селятся по соседству с человеком. Даже в центре городов гнездятся в постройках, дуплистых деревьях старых парков. И нет сов, пожалуй, только в Антарктиде. Этот материк они оставили для самых лютых отморозков. Так почему же ученые-орнитологи выделили сов в отдельный отряд? Могли же определить их к воробьиным, аистам или страусам. Но так у них не бывает. У совообразных они нашли общие признаки, отличающие их от других птиц. И нам их надо обязательно рассмотреть. И начнем мы с глаз. Для определения расстояния до добычи и точной фокусировки на ней сове необходимо объемное бинокулярное зрение. Поэтому глаза у нее мало того, что крупные, как у многих ночных животных, так они еще и не посажены по сторонам головы, как у большинства птиц, а направлены вперед, практически на человеческий манер. Поле бинокулярного зрения, то, что птица видит одновременно обоими глазами, составляет от 60 до 70 градусов. И это рекорд среди птиц. Но такое положение глаз сужает общее поле зрения всего до 180 градусов. И это не единственная проблема. Сова не может посмотреть вбок, просто скосив глаза. Так это делают только совы в мультфильмах. Не может, поскольку ее глазные яблоки не шаровидные, а почти цилиндрической формы. К тому же они заполняют глазницы целиком, и там просто не осталось места для мышц, двигающих глаза. И это глазные трубки, держащиеся в черепе за счет особых костных структур. Хрусталик глаза расположен в глубине глазной трубки. Чувствительная сетчатка способна использовать минимальное освещение. Фактически глаз совы представляет собой мощнейший светосильный объектив. Принято считать, что совы плохо видят днем. Это совсем не так. Но у них все же есть некоторые проблемы со зрением. Как и большинство ночных животных, совы не чувствительны к красному освещению. И вообще возможности цветового зрения у них снижены. К тому же они дальнозорки. И при больших контактах с добычей первую скрипку начинает играть осязание. Вокруг клюва растут волосовидные и щетинковидные перья, выполняющие функцию чувствительных вибриз, как усы у кошки. Поднося сопротивляющуюся добычу к клюву или наоборот, наклоняя к ней голову, сова обычно прикрывает бесполезные на близком расстоянии глаза, чтобы не повредить их. Также приборы ночного видения защищены 3 веками. Одно моргает, другое поддерживает чистоту, третье служит для сна. А еще у совы есть густые ресницы, которые также защищают глаза от повреждений. Но глазастым показалось и этого мало. Раз уж так не повезло с поворотом глаз, придется
придется разрабатывать шею, и в этом совы продвинулись до необыкновенных высот. Голова совы может поворачиваться на 270 градусов без какого-либо вреда, благодаря 14 шейным позвонкам и особому строению кровеносных сосудов. Слух у сов тоже отменный. Асимметричные слуховые отверстия, зачастую разные по размеру, несинхронно ловят звуковые волны. Расстояние до источника малейшего шороха определяется поразительно точно. Слуховые центры мозга сов развиты сильнее, чем у других птиц. В них больше нервных окончаний. Максимум чувствительности смещен в область от 3 до 6 кГц. Это объясняется тем, что среди всего разнообразия звуков сове интереснее всего писк мелких млекопитающих, на которых она и охотится. Остальные звуки можно и отсекать. Пусть они и громкие, но для совы несущественные. Зато шорох мышиных лапок по опавшей листве – то, что надо. Но уши и слуховой центр в мозге – это еще не все. У совы есть собственная параболическая антенна, роль которой играет лицевой диск из перьев. Благодаря специальным мышцам, аналогам мимических мышц млекопитающих, сова может произвольно менять его кривизну, площадь, очертания, добиваясь наиболее точного приема звука. Со стороны кажется, что птица отчаянно гримасничает, а она просто внимательно слушает. Где и какая затаилась добыча, сова обнаружила. И теперь основная задача – бесшумно подлететь. Широкие крылья со звукоизолирующей каймой на перьях не оставляют жертве шанса услышать приближение охотника. Некоторым совам бесшумность не так важна. Например, ловящим рыбу в реках или филинам. У них и полет более звучный, зато и более скоростной, и оперение жестче. Вообще, все совы отличные летуны, хотя это мало кому приходит в голову при первом взгляде на них. Мягкое рыхлое оперение и округлый лицевой диск делают стройных и легких сов этакими мешковатыми увольнями с короткими ногами и огромной головой. Забавно, что именно вертикальная осанка позволяет совам прекрасно маскироваться в дневное время. Для этой же цели служат украшающие, а на самом деле маскирующие пучки перьев, так называемые ушки, развитые у некоторых видов сов. Никакого отношения к органам слуха эти ушки, конечно же, не имеют. Вытянувшись, подняв ушки и закрыв глаза, так не видно яркую радужку, птица моментально превращается в обломок сухого дерева. А камуфляж оперения, пожалуй, самый совершенный среди пернатых. Большинство сов носят неяркие буроватые серые охристые тона с темными пестринами, светлым крапом, красивым струйчатым узором под цвет древесной коры, лишайников лесной подстилки. А белое оперение полярной совы прекрасно маскирует ее в тундре с еще не стаявшим или свежевыпавшим снегом. Маскирующий окрас сливает птицу с окружающей природой. Да и хватка лап у сов смертельная. Обычно 3 пальца смотрят вперед, а 1 назад. В полете же происходит разворот одного переднего пальца назад. Получается мертвый захват. Ну что же, наша красавица со всех сторон подготовлена к охоте. Так и что мы будем кушать? В основном пернатые хищницы предпочитают охотиться в темное время суток. Но голод не тетка, и некоторые могут охотиться и днем. Например, что делать полярной сове? Да и всем совам Заполярья, когда несколько месяцев ночь и несколько месяцев день. Хочешь, не хочешь, но приходится показывать свой клюв и повадки грозного охотника при свете солнца. В рационе большинства сов преобладают мелкие млекопитающие, в основном мыши, кролики, ежи и другая мелкая живность. Многие видели на просторах интернета, как совы нападают на орлов ночью, и со стороны похоже на игру. И хулиганка просто задирает птицу, а возможно это личная неприязнь, и разборка выходит на другой уровень. На самом деле совы также любят полакомиться птицами, да и разорить гнездо и полакомиться яйцами и птенцами – это для них не проблема. Этим хищницам все равно, воробей это или крупный летающий хищник. Голод вынуждает их нападать на любые птичьи гнезда и разорять их. А если уж не нашла, кто бегает из теплокровных, и насекомые сойдут. Но жучины и чипсы – это когда совсем ничего нет. А самые крупные совы – это филины. Длина их туловища составляет до 75 сантиметров, с размахом крыльев до 180
180 и массой до 4 килограмм. Так вот, эти гиганты способны охотиться на глухарей, гусей, ворон, зайцев и даже небольших косуль. Не уступающие им размерами рыбные филины специализируются в охоте на рыбу, лягушек, раков и крабов. А самая мелкая, как воробей и сова, мексиканский сычек-эльф охотится на бабочек, жуков и мелких ящериц. Совы прожорливы. В день могут съесть количество корма, составляющее до 15% их массы. И, возможно, название одной из групп сов неясыти в русском языке происходит от слова «ненасытный». Однако крупные совы способны голодать до 3 недель. А вот для мелких сычей характерно настоящее запасание корма на черный день. В дупле дятла, служащего зимним убежищем воробьиного сычика, однажды было найдено 86 мелких млекопитающих общим весом до 1,5 килограмм. Гнезд совы себе не устраивают. И даже те из них, кто и занимается строительством, делают это нехотя и очень уж плохо. В основном совы занимают брошенные дома других птиц. Ну и рейдерство никто не отменял. Ушастые совы устраивают себе гнезда прямо на земле, как и полярные совы. Они полевые жительницы, да и деревьев в тундре маловато. В отличие от птенцов других хищных птиц, совята рождаются глухими и слепыми. В зависимости от наличия пропитания в местности, где обитают совы, определяется и количество птенцов. Если места изобилуют пропитанием, то совы могут откладывать яйца по несколько раз в год. Причем к этому вопросу они подходят довольно-таки продуманно. Дело в том, что сначала они могут высидеть несколько птенцов, а затем сделать еще одну кладку. Получается, что когда родители улетают на охоту, старшие птенцы остаются с младшими. Они согревают яйца или недавно вылупившихся собратьев. Но в случае голодовки может получиться так, что они ими и перекусят. Насиживанием яиц занимается чисто самка. А вот добычей пропитания в основном самцы. Это за исключением вышеописанного случая, когда первые птенцы уже выведены. Тогда пропитанием семейства занимаются непосредственно оба родителя. Кто был повнимательнее, уже понял, что сова и филин – это отдельные виды, обобщенные общим семейством. Поэтому выясняем, что это по сути родственники, но не самец и самка. Мало того, совы отличаются от филинов своими размерами. Они меньше, чем филины, не считая полярную сову, да тоже не последнего размера. У филина большие крылья, а у сов короткие. Филины летают более шумно и издают при полете свист. Совы же парят тихо в воздухе и охотятся бесшумно. Совы не боятся людей, поэтому часто соседствуют с ними. Филины 100 раз подумают, прежде чем поселиться возле человека. У филина другое строение головы. Имеются пучки перьев по бокам, так называемые ушки. У сов же маленькая круглая головка с крючковатым клювом на ней. Хотя у некоторых сов тоже есть ушки, например, у рыбной или ушастой. А наш разговор подошел к завершению. Многие аспекты из жизни сов мы рассмотрели, на многие вопросы ответили. И если уж что-то и упустили, но вам жутко интересно, вы всегда можете отыскать намного больше информации. Главное не лениться и двигаться вперед. А кто-то скажет: а как же Гарри Поттер? Ведь у него же есть сова. На что отвечу, что ее дом — это леса, горы, степи или та же тундра. Но вот никак не квартира, а тем более клетка. И если вам повезет, то даже в крупном городе, зайдя в большой парк и хорошенько приглядевшись, вы можете найти эту красавицу. Но она вас услышит и увидит раньше. Не сомневайтесь. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами был канал Планета Земля.